Привет! Для меня, наверное, как и для многих, наличие модуля NFC для бесконтактной оплаты в телефоне все-таки важная штука. Поэтому недавно вышедший Redmi Note 8 я обошел стороной. NFC там нет. Зато в Redmi Note 8 с приставкой T NFC уже завезли, а вместе с достаточно бюджетной стоимостью телефон имеет все шансы, чтобы быть очередным топом за свои деньги. Ну а так это или нет, мы сейчас и проверим. Так что присаживайтесь поудобнее, мы начинаем. Начнем мы с комплектации. Она стандартная для линейки Redmi. Комплектный силиконовый чехол, в моем случае черного цвета. Инструкция, скрепка, провод для зарядки Type-C. Также порадовал адаптер питания на 18 Вт. Телефон же у нас с поддержкой быстрой зарядки. Наушников по классике не положили. Мне в принципе всего хватает, но хотелось бы видеть еще защитную пленку. Если не в комплекте, то хотя бы уже наклеенную на экране помимо транспортировочной. Дизайн смартфона в тренде 2019 года. Спереди и сзади защитное стекло Gorilla Glass 5-го поколения и экран с каплевидным вырезом. Ввиду бюджетности устройства рамки у него, конечно же, пластиковые. Из приятного, на верхней грани все еще остался их порт, а на нижней никуда не делся 3,5 мм разъем для наушников. Из неприятного большой подбородок толщиной 7 мм, но это еще ладно, а вот надпись Redmi на лицевой части вообще никуда не годится. Еще со времен Galaxy S5 не взлюбил я такое решение. На задней части разместили 4 модуля камеры, рядом вспышка и в центре сканер отпечатка пальцев. Модуль камеры выпирает, за счет чего если телефон положить на стол, он будет шататься, но комплектный чехол эту проблему решает. Экран выполнен по технологии IPS размером 6,3 дюйма с разрешением Full HD+. Матрица стандартна со всеми плюсами и минусами этой технологии. То есть черный цвет не прям черный, но зато отсутствует мерцание, ну или DC-димминг. Отдельных пикселей не видно, он сочный, углы обзора хорошие. Максимальная яркость заявлена 450 нит, что не очень много. Но если постоянно не ходить под солнцем, то проблем не будет. Есть еще один минус. Нет индикатора пропущенных уведомлений, который, кстати, есть в обычном Redmi Note 8. И это с отсутствием Always On Display вынуждает каждый раз активировать телефон для проверки. Есть один способ, как обойти эту проблему. Нужно скачать приложение NoLED, в результате на черном экране будут появляться значки приложения, от которых пришло уведомление. Да, так как матрица IPS, во время этого будет фактически загораться весь экран. Но если настроить яркость на 2-4%, сильного жора батареи не будет. Да, костыли, но ссылку на всякий случай оставлю в описании. Телефон представлен в трех цветах: белый, синий и серый, и также в трех вариациях по памяти. Я выбрал среднячок 464. Лоток для сим-карт здесь на полноценные 2 сим-карты и 1 карту памяти, так что в теории можно брать и самую дешевую версию. В отличие от Redmi Note 8 Pro, где стоит нелюбимый многими Mediatek, в Redmi Note 8T установлен классический 665 Snapdragon. Он, конечно, менее производительный, но все же и греется реально меньше. Значение синтетических тестов вы можете увидеть на экране. Честно говоря, я ему уделяю последнее время все меньше и меньше внимания. Для меня важнее, как это все отражается на практике. В полчасовом тесте на Throttling видно, что после 5 минут теста значения держались на уровне 80%, что в принципе является допустимым. В играх дело обстоит так. Call of Duty комфортно играть на среднем уровне графики. Если же поставить максимальный, то видна уже просадка по FPS и пропадает плавность. Shadow God Legends на ультра и максимальных также играть не получается нормально, так как видны подлагивания, но на средних играется нормально. Иногда, конечно, проскакивают фризы, но допустимо. Ну и ради интереса скачал Asphalt Extreme, игрушка идет без тормозов. Телефон работает на базе MIUI 10 и при первом включении предлагает обновиться. MIUI 11 на него еще не прилетело. Ну, в принципе, сильных подтормаживаний нет, но в некоторых моментах, к примеру, когда делаешь свайп вверх для открытия списка запущенных приложений, видны небольшие подергивания. Но, скажу по секрету, у меня на Galaxy S10 прилетел Android 10, так вот в нем анимация тоже какая-то не идеальная, хотя вроде как флагман. Так, в повседневных задачах Note 8T справляется нормально, приложение запускается быстро. Единственное, заметил, не знаю, есть ли такое на остальных телефонах Xiaomi, но здесь, если вот долго удерживать на иконке приложения, во всплывающем окошке шрифт появляется какой-то уж, совсем китайский. И выглядит это странновато. Как по мне, одна, ну и чуть ли не единственная киллер-фича Redmi Note 8T, работающая NFC. Google Pay работает прямо из коробки, и это хорошо. Поддерживаются также все бенды LTE в России, 7 и 20 бенд в частности, так что по этой части к нему вопросов нет. За автономность отвечает аккумулятор на 4000 мАч, и тут цифры следующие.
Просмотр видео Full HD на максимальной яркости съедает 10% заряда. Итого на 9-10 часов работы в таком режиме можно рассчитывать. Час игры в Call of Duty съедает уже 20-23% заряда, получаем чуть меньше 5 часов игры. При моем обычном использовании, оно достаточно интенсивное, Redmi Note 8T спокойно тянет до вечера и на следующее утро остается еще процентов 10-20 заряда. В целом автономность неплохая, но и не рекордная. Note 8T поддерживает быструю зарядку Quick Charge 3.0 и за полчаса от родного блока питания телефон зарядился на 32%. Полная зарядка занимает уже 1 час 40 минут. Датчик отпечатка пальца, расположенный сзади, приемлемо быстрый, занимает доли секунды. Есть, конечно, и разблокировка по лицу, тоже работает быстро, но для безопасности не очень подходит, так как реагирует и на фотографию. В Note 8T сзади стоит аж 4 модуля камеры. Главный модуль на 48 мегапикселей f1.8, ширик на 8 мегапикселей f2.2 и два 2-мегапиксельных модуля. Один отвечает за макро, другой является датчиком глубины. Кстати, на канале сейчас каждые 2 недели разыгрываем Mi Band 4. Условия самые простые. Лайк, подписка и комментарий по теме видео. Примерно 15 и 30 числа каждого месяца в прямом эфире определяем победителя. Ну и сейчас проходит розыгрыш 2 пар наушников, все условия в описании. Честно говоря, ширик меня не впечатлил вообще. Что днем и тем более ночью снимки получаются размытыми. Основной модуль уже снимает лучше, но в целом видно, что камера среднего уровня. Но для такой стоимости качество нормальное. Особенно меня порадовал ночной режим, с ним ночью реально неплохие кадры получаются. Режим на 42 мегапикселя не особо дает какие-либо изменения даже при увеличении. На Note 8 Pro, я помню, реально он вытягивал. Здесь же, даже если масштабировать картинку, четкости не прибавляется, так что он здесь чисто номинально. Селфи-камера установлена на 13 мегапикселей с диафрагмой 2.0. И если ночью лучше ее не включать, то при нормальном освещении получается вполне неплохо. Исходники будут доступны по ссылке в описании. Видео можно снимать до 4К 60 кадров в секунду, но стабилизация будет работать только при 4К 30 кадров в секунду. Она тут электронная, разницу можете поискать на экране. В целом, как и ожидалось, камера среднего уровня, похуже, чем в том же Redmi Note 8 Pro, хотя тот стоит всего на пару тысяч дороже. Цены на Redmi Note 8T стартуют от $160. Однозначный плюс — это модуль NFC. Автономность неплохая, ну даже в игрушки можно поиграть. Минусы — нет индикатора пропущенных уведомлений, ну и может быть камеры, хотя в принципе они неплохие, свою стоимость вполне оправдывают. В общем, нормальный получился телефон, и если вам важнее именно IPS-матрица, а не AMOLED, то брать вполне можно. Пишите в комментарии, как вам Redmi Note 8T и вообще на какие еще модели сделать обзор. Ну и если выпуск был полезен, поставь лайк и подпишись на канал. А на сегодня все. До встречи в следующих видео. Пока.